Всем привет! Добро пожаловать на обзор ГАЗ-330253 Газель Фермер 2013 года выпуска. Стоимость данного автомобиля составляет 668 тысяч рублей. Выражаю благодарность официальному дилеру ГАЗ Акос Челны за предоставление автомобиля на съемку. Вот такие ключи. Давайте приступим. С ключа открываете. Тканевый салон. Двигатель здесь бензиновый, 2.9, почти 3 литра, 107 лошадиных сил. Заводское газовое оборудование идет, пятиступенчатая механика. В этой конкретной комплектации, к сожалению, нет АБС, но его можно установить. Бошевский АБС. Четырехспицевое рулевое колесо, управление аудиосистемой на рулевом колесе, регулировка звука, переключение между станциями и между треками. Здесь установлен гидроусилитель руля. Давайте включим фары, дальний свет фар, противотуманные фары, а также включим аварийную сигнализацию. Электростеклоподъемники. Сейчас давайте откроем капот. Здесь ручка. Борт открывается во все стороны. Сдвоенные колеса, 16 дюймов. Запасное колесо, горловина топливного бака, диодные указатели поворотов, встроенные в зеркала, галогеновые фары, противотуманки, Здесь установлен 4-цилиндровый 8-клапанный бензиновый двигатель УМЗ-4216 объемом 2,9 литра, мощностью 107 лошадиных сил. Максимальная скорость автомобиля составляет 130 км в час, расход топлива в смешанном цикле порядка 13 литров на 100 км, привод задний, подвеска зависимая на продольных полуэллиптических листовых рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами и задним стабилизатором. Передние и задние тормозные механизмы дисковые.
Снаряженная масса автомобиля составляет 2005 кг, полная масса 3500 кг, грузоподъемность 1495 кг. Заводское газовое оборудование. Если переключиться на газ, то мощность двигателя уменьшится, будет порядка 95 лошадиных сил вместо 107. Чтобы открыть заднюю крышку борта, и также боковые. Аудиосистема с двумя колонками, заводская подготовка. Разъем USB. Переключение на газ. И еще, ребят, я забыл напомянуть, у пассажира регулируется спинка. И сейчас, детально рассмотрев экстерьер автомобиля, давайте перейдем к интерьеру. Панели дверей обшиты тканью. Ручка. Электрорегулируемые зеркала. Механические регулировки у водительского сидения. Продольная регулировка и регулировка спинки сидения. Двухцветная ткань применяется. Довольно износоустойчивая.
Сейчас давайте послушаем, как звучит двигатель. Не буду давать высокие обороты. Синие циферблаты. Регулирование угла наклона фар и регулирование яркости подсветки приборов. Печка, регулирование потока воздуха. Здесь установлена дополнительная печка под передним сиденьем пассажира, вещевой отсек, подсветка плафона, аудиосистема, CD, MP3, регулировка звука, различные режимы, 6 станций, различные зоны, рециркуляция, температура, регулировка потока воздуха, передний и задний обогрев стекол, выезжающие подстаканники, пепельница и прикуриватель, пятиступенчатая механика, задняя и еще раз. Розетка на 12 вольт. Солнцезащитные козырьки. Подсветка. Регулируемая. Ручник. У автомобиля шикарная обзорность. Качество отделочных материалов и качество сборки на вполне добротном уровне. Двухцветный пластик применяется. Немецкая аудиосистема Blackpool. Рулевое колесо имеет регулировки по высоте. Сейчас давайте выключим двигатель. Переместимся на задний ряд сидений. С другой стороны также вам продемонстрирую люк. Вещевой отсек, электростеклоподъемник,
облегчает посадку на второй ряд сидений. То есть оно смещается сюда и обратно. Ручка. Открывание люка на проветривание. Бардачок довольно вместительный. И еще один бардачок. Выезжающий подстаканник. Хороший коммерческий автомобиль за приемлемую цену. Удачное решение для вашего бизнеса. На этом обзор ГАЗ-3302-53 2013 года выпуска завершен. Я надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, берегите себя, всем хорошего настроения и увидимся в следующий раз.